Всем привет! У нас начался третий босс схватки в осаде, он же Митрасия, он же причудливый монстр-оборотень. В этом ролике рассмотрим мои три команды, также я покажу примеры урона другими командами и почему я не стал ими отбивать. В принципе, изменения небольшие по сравнению с прошлыми пачками, поэтому сильно затягивать не будем. И, кстати, попутно сразу будем отбивать, поэтому урон будет не скриншотами, а в принципе после обзора пачек я буду быстрым боем отбивать, и урон вы уже увидите непосредственно в конце обзора каждой команды. Ну что ж, погнали! Если вы хотите поддержать канал, вы можете просто осуществлять свои внутриигровые покупки по моей ссылке в описании под каждым роликом по очень выгодным ценам, за что вам буду весьма благодарен. И также внутриигровой магазин, в ежемесячных наборах вы можете ввести мой код создателя и получать за это каждый месяц бесплатный гелиолит. Начнем сразу с команды неустрашимости. Тут я уже убрал глубинного дара, он там не нужен. Будем использовать Маштура в качестве саппорта единственного. В принципе, босс дамажит не больно, поэтому если Маштура нету, можно просто какого-нибудь хилящего саппорта поставить, подходящего по связи стихий. Неважно, кто это будет, пусть даже Огак, Рейта, по сути не столь важно. Смотрите уже по пачкам, кто у вас свободен. Постановку использую вот такую. Маштур у меня в сопротивлении. В принципе, это и не столь важно, так как я просто не стал его по сути переодевать. Тут у нас срабатывает подбрасывание, я просто немножко тайминги подсдвинул, сделал цикл 17,5 и в принципе никто меня не съезжает. Ну и в принципе тайминги использую вот такие. Далее Таривол у меня стоит здесь, потому что у него вот эта перчатка, обязательно шанс крита ему даем, в идеале 140 с копеечкой, и собственно чтобы он доставал до Гуинавивр и до Настенки. В принципе сейчас покажу, как они встают при данной расстановке. Вот у нас Таривол и тут соответственно Настя и Гуинавивр. Он их бафает перчаткой, поэтому именно при данной расстановке получится нанести больше всего урона. Иногда на нас проскакивает, да, там штраф атаки, но не столь критично это все, поэтому ничего страшного. Бьем с каких-либо особых заморочек. Давать кучу сопротивления всем просто из-за какого-то полсекундного подбрасывания не вижу смысла. И в принципе штраф атаки там не так долго висит, поэтому ничего страшного. И именно при данной расстановке штраф атаки чаще всего срабатывает именно на Настенку и Таривола. На Гуинавивр он очень редко вешается, поэтому бьем в принципе так. Все остальное в принципе как на воронке было, так все я оставил. Ульвида кукольники в разломе, ну и раздача атаки, соответственно куча атаки, Настенка полностью в урон и Гуинавивр соответственно тоже полностью в урон. То особо тут ничего замысловатого нету. Ну давайте уже отобьем через быстрый бой, посмотрим сколько смогут нанести. 12,1 миллиарда урона получилось набить, ну в принципе что, сохраняем. Следующая команда это команда Яда, в принципе взял по сути самую первую версию с континентала, когда еще не бил разъеданием, и использовал вместо Твича Сакридею. Чтобы особо не заморачиваться, можете взять свою команду также с континенталок и вместо Твича тоже поставить в принципе Сакридею. С ней немножко больше урона, также ее полностью в атаку и в точность, и раздаем атаку. Ну и плюс еще вокруг себя, это чтобы бафать непосредственно Серпентемис, так как Лотер побежит вперед. Если нет Лотера, то ставим Дуранга, пусть также вперед бежит и в принципе принимает на себя вот этот весь урон. Там было немного, Рейта справляется вообще на ура. У меня тайминги будут подстроены именно под Лотера. Я ему сделал немножко ускорения в рунах. У него базовый откат получается 19,5. Ну и у всех там по чуть-чуть тоже имеется, поэтому можно даже чуть-чуть меньше сделать цикл, но особо смысла от этого не будет, поэтому вот так вот стабильнее намного. Тайминги используем вот такие. Рейта на 17, именно чтобы перед Лотером. И тем, как он ультанет, чтобы на нем не было всяких штрафов в момент его ультимейта. Если ставите Дуранга, то в принципе вообще можно убирать этот 17-секундный откат у Рейты и ставить 15. Также можно, допустим, поставить даже не Дуранга, а поставить Вича и Рейту поставить вперед. Пусть ее там хлестают, ничего страшного, она будет жить спокойно. Также тайминг ей ставим тогда 15 и все, пусть она там стоит. Разлом с ракушки и мы уже будем дамажить. В моем случае Рейта получается с данной перчаткой, кукольник, точность, ускорение 40+, ну и ракушка. Лавкач в точность, хоть она ему и не нужна, но это ради того, чтобы раздавать точность на наших героев. Ну и на сдачу берем атаку, он у нас будет бафать дополнительно Серпентемис, также
Серпентемис бафает еще и Сакридея, и попутно Сакридея бафает Лотера. Так, ну и тут по шмоткам, в принципе, что? Просвещенность, атака и, 150 плюс точности. Тут вполне хватает. Лотер, в принципе, та же история. Только Лотеру даем чуть-чуть больше ускорения, так как он будет ловить вот эти микростаны. По сути, вот такой вот у нас цикл выходит. Сейчас вы посмотрите, что команда живет вообще налегке, в принципе. Стаков тоже, в принципе, хватает. Первый цикл у нас, да, там Лотеру будет мало стаков, но потом уже ближе к 40, в принципе, будет. Ну и ДПС, соответственно, неплохой показывает. Ну и, собственно, вот так вот весь бой. Команда живет, Лотер тоже живет, все у всех хорошо. Ну, давайте посмотрим, сколько данная команда нанесет урона. 5,2 миллиарда набила этой команды. Ну, в принципе, урон неплохой, тоже сохраняем. Причем у меня было чуть-чуть поменьше, ну как чуть-чуть, на полмиллиарда меньше было. Так что, в принципе, разница существенная. Ну и третья команда у нас команда Аура. Данную команду я вообще взял с континенталок. Стайон даже не переодевал. Вот так вот она у меня и стоит в хп вся. Даже вот эта перчатка осталась. В принципе, тут ей ничего особо-то и не надо. Кстати, можно вот эту руну. Тут нам особо какой-то жесткий упор в защиту не нужен, поэтому просто максимум хпшки ей даем. Сколько у меня тут вышло? 164 тысячи. Ну, в принципе, нормально. Ну и, соответственно, атаки должно быть у нашей Тареси больше всех. Кто на воронке играет, в принципе, через ауру. Если вы со Стайон, то просто можете воронки взять команду и все, и вообще не заморачиваться. Она тут, в принципе, в идеале подойдет. Янта у меня в ДД, ну, типа ДД. И вот эта шмотка. Линкас, в принципе, атаку раздает на двоих. Я ему тут пытался снизить уровень атаки, чтобы он не перегонял Таресию. И тут уже и такие шмотки, там, что только не пихал. В итоге больше ВЗ ушел, чтобы просто он ее не перегонял. Таресия у меня вот такая. Изначально бил вообще с Ардред пробовал, потом с Линой. Урон, в принципе, хороший, но потом я думаю, зачем они тут вообще нужны? Думаю, дай попробую со Стайон. И со Стайон получилось урона больше. Тайминги использую вот такие. Можно даже чуть-чуть меньше цикл сделать. Да, давайте даже попробуем. 17,1 сейчас сделаем всем. Ускорения у меня в рунах нет ни у кого, ну, кроме Анелизис. Поэтому чуть меньше 17 не получится. Ну, вот такой вот, в принципе, нормально. Ну, давайте посмотрим, сколько урона получится нанести данной команды. Кстати, по поводу Стайон еще раз, что сопротивление тут даже смысла делать нету. Вот ВОЗ нормально стоит. Все, погнали. Так, стоп, что-то я тайминги сдвинул, и в итоге у меня урон упал. Сейчас попробуем вернуть и посмотрим. Так, 7,5 миллиарда. Ну, в принципе, у меня такой урон и был. Поэтому тайминги ставим на 17,5. 17,1 я до этого бил. Что-то прям на миллиард просел. Думаю, что-то не то. Поэтому тайминги делаем те, которые вот в конце я показал. Вот такой вот у нас обзорчик получился. Урон я сохраняю. Коды всех команд скину в описании. Также скриншоты и уроны, расстановки и так далее есть в телеграм-группе моей. Все ссылочки в описании. Кто не подписан, подписываемся на канал. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч. Всем пока. Bye.